Всем привет, ребята! Знаете, давно я не испытывала приятное чувство мурашек, когда ты слушаешь музыку и понимаешь, что вот оно. Как же прекрасно! Сегодня мы познакомимся с альбомом, который водил меня за ручку от одного трека к другому и в конечном итоге влюбил в себя. Вардруна Квитравна. С группой Вардруна я познакомилась достаточно давно, и это была неожиданная, но очень приятная встреча. К сожалению, на какое-то время я о них совершенно забыла, и когда я обнаружила, что у них вышли новые синглы, я незамедлительно их послушала и поняла, что это вообще какой-то новый совершенно уровень. Была просто в шоке. Возможно, на меня оказало влияние еще и то, что я в последнее время пересматривала сериал «Викинги». Я, кстати, сейчас на 4-м сезоне. И наверняка многие из вас знают, что они писали саунд к этому сериалу. Этот обзор будет отличаться от предыдущих, потому что я не буду делать акцент на лирике, она все равно на норвежском. Я не буду погружаться в инструментал, потому что я все равно не музыкант, а инструментал у Вардруна очень сложный, многоходовочный, скажем так. Я не смогу описать все тонкости, в этом плане альбом очень наполнен и разнообразен. Я хочу вас больше погрузить в атмосферу и в те эмоции, которые вы можете испытать при прослушивании. Но прежде давайте кратко изложу комментарии группы по поводу этого альбома. На протяжении 11 песен Квитравна обсуждает колдовство тотемных животных, тени, природу, анимизм, мудрость и значение определенных мифов, различные скандинавские духовные концепции и связь между мудрецом и песнями. Рассказать и копировать прошлое не очень сложно, но понять и объединить древние мысли, инструменты и методы с реальной целью творения, актуальной для современной эпохи, действительно тяжело и остается нашей главной целью в работе. Альбом носит вариант моего псевдонима, но в данном контексте он имеет мало общего со мной, а скорее относится к символике и легендам о священных белых животных, встречающихся в скандинавских и других культурах по всему миру. Эти высокооцененные призрачные существа, будь то ворон, змея, медведь, лось, северный олень, слон или лев, в анимистических традициях рассматриваются как пророческие, божественные посланники и хранители, олицетворяющие обновление, чистоту и мост между мирами. Знаете, с первых секунд альбома мои глаза закрылись просто сами собой, и я отправилась в это замечательное путешествие, как будто бы в иной мир, о котором мы всегда забываем, хотя он рядом с нами. Я отправилась в мир природы, которую населяют всевозможные прекрасные существа. Альбом как будто бы погружает тебя в транс и вводит по абсолютно разным уголкам. Водопады, горы, леса. Ты представляешь себе, как будто паришь над ними, словно птица, но в какой-то момент приземляешься и смотришь на все окружающее изнутри. Эта музыка невероятно объединяет с природой, ну еще для меня сыграла роль то, что я смотрела «Викингов», и у меня сразу представляются кадры из сериала или каких-нибудь фильмов, но здесь все-таки больше связь именно с природой, человека и природы. Вардруна сделают все для того, чтобы вы находились в трансе на протяжении 11 треков и погрузились в эту прекрасную атмосферу. Yxaringen för den bråtna. В альбоме представлен широкий выбор традиционных и исторических инструментов, которые, безусловно, делают свое дело и обрамляют треки какой-то магической энергией. Каждая песня задает свое настроение. В каждом треке ты слышишь что-то новое, будь то какой-то необычный инструмент, либо звуки природы. Например, дождь, шелест листьев, шум реки и животных, завывание волков, пение птиц, звуки ворона, стук копыт и так далее. Ритм похож на сердцебиение человека, сливающийся с сердцем природного животного мира. Где-то я смирно сидела и наслаждалась звуком, а где-то мне хотелось спуститься в самый настоящий пляс, кружиться и просто отдаться эмоциям. Просто я человек, который очень сильно связан с природой, я очень тонко все это чувствую, и я подпитываюсь у леса, и если, допустим, я долгое время не бываю в лесу, мне становится действительно плохо, потому что мне не хватает вот этой вот энергии. Наверное, поэтому меня так сильно впечатлил этот альбом. Здесь все сливается воедино. Вокал, кстати, играет немаловажную роль. Вы услышите и грубый мужской вокал, и женский, сильный, и дополняющий общую картину. В общем, музыканты смогли создать настоящую магию. Кстати, хочется отметить также и качество звука, он намного лучше, чем в предыдущих альбомах. Ребята действительно развиваются. И, кстати говоря,
говоря, это первый альбом у Вардруны, который я слушаю просто взахлеб, полностью. И я прослушала его уже, наверное, раз 10, не считая отдельные треки какие-то. Я не буду рассматривать каждый трек по отдельности, но я хочу выделить всего 2, которые действительно притянули меня обратно к магии Вардруна. Это песня о тенях, отголосках и балансе между поиском ответов и мудростью внутри и снаружи. Что могу сказать я? Это чистый шедевр. Просто в один момент по щелчку пальцев я оказалась рядом с океаном и слышала прекрасные звуки бушующих волн. Песня длится 7 минут, но ты не чувствуешь эти 7 минут. Настолько быстро и динамично она развивается, и ты просто от нее ни в коем случае не устаешь. В ней есть несколько подразделений, которые переносят тебя с одного состояния на другое. Из умиротворенного и спокойное в более подвижное и пленяющее. Сразу хочется в лес, разжечь костер, кружить вокруг и наслаждаться звуками окружающей обстановки. Мне даже не нужно знать лирику, потому что музыканты и без того знают, как окунуть вас в нужные эмоции и атмосферу. Я очень рад поделиться с вами этой песней, которая описывает традиции животных-проводников, а также символику и легенды священных белых животных, встречающихся в культуре народов Севера и по всему миру. Понимая, насколько редко можно встретить в обычной жизни белых ворон, мы с самого начала знали, что это будет амбициозная и сложная задача. Однако судьба нам благословила, и невозможный кусок пазла встал на свое место, будто дар свыше. Съемки видео проходили в России и Норвегии, спродюсированы студией, которая ответственна за предыдущую работу Вардруна. Во-первых, прежде чем перейти к самому треку, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с клипом. Вы точно не останетесь равнодушными, а уж тем более, если вы любите природу. Песня начинается с карканья ворона, который перемещается из одного места в другое, пение птиц и звуков магического леса. И после вступления начинается настоящее погружение в транс, который уносит вас в самые глубины сознания. Именно здесь хочется выделить слияние мужского и женского вокала. Я вам скажу так, каждый трек отвечает за какое-то определенное настроение, потому что здесь есть единая атмосфера, но все-таки каждый трек по-своему динамичен, по-своему уникален и по-своему прекрасен. Действительно такое ощущение, как будто вас погрузили в этот мир, в мир, возможно, викингов, смотря как ваша фантазия будет баловаться, либо просто в мир природы, этой прекрасной красоты. И я не знаю, может быть, я просто такая впечатлительная, на меня настолько повлиял этот альбом, но я вам все равно советую послушать, если вы хотя бы примерно понимаете, что он вам должен понравиться. Да и в принципе ознакомиться я вам точно советую. Даже в 2020 году ни один альбом не вызывал у меня таких эмоций, как Вардрун, и вообще давно я не испытывала таких ощущений при прослушивании, когда я просто буквально с первых синглов вышедших поняла, что черт, я обязана потом буду послушать альбом и сделать на него обзор. И когда я послушала альбом, я поняла, что, обзор точно будет, потому что, твою мать, это шедевр. Я могу его восхвалять очень долго, и наверное, это все, что я хотела сказать, просто призвать вас его послушать. Так что да, этот альбом просто поднял Вардруну в моих глазах еще больше. Кстати, у них будут концерты в июле, я не знаю, смогу ли пойти, но очень хотелось бы, конечно же. И если вы тоже хотите пойти, то вперед, покупайте билеты. Я в восторге, я влюблена, я буду еще его переслушивать, потому что он пока что мне не надоел. И вам яростно рекомендую. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и напишите, что вы думаете по поводу этого альбома. Подписывайтесь на Patreon, там скоро будет много эксклюзивного контента, потому что я им занялась. Спасибо за просмотр. Пока!